Привет, Эйяре мой. Снова с вами Тайюнг энд Джанкук, ваш ежедневный источник самых свежих, горячих и захватывающих новостей о BTS. От последних новостей до трогательных моментов. У нас есть все, что вам нужно. Обязательно нажмите кнопку подписки и оставайтесь с нами, потому что контент BTS уже в пути. Остановите все, потому что то, что только что произошло в прямом эфире Чингука, официально потрясло весь фандом. Впервые Чингук упомянул о Тэхёне нечто, к чему никто не был готов. И в тот момент, когда он это сказал, чат взорвался. Фандом сошел с ума, и каждый слух, который, как мы думали, был закончен, внезапно вернулся. В чем признался Чингук? Почему он поднял тему Тэхёна именно в этот момент? И почему все говорят, что этот прямой эфир изменил все, что мы знали? Давайте прямо сейчас разберем шокирующую правду. В тот момент, когда прямой эфир Чингука стал публичным, фанаты сразу почувствовали что-то неладное. Его выражение лица не было типичной игривой улыбкой, которую он обычно показывал. Вместо этого в его глазах чувствовалось тихое напряжение, как будто он слишком долго что-то скрывал. Комментарии летели быстрее, чем когда-либо. Тысячи ARMOI следили за каждым его вздохом, ожидая, когда он заговорит. Но что действительно вызвало шок в фандоме, так это то, как он колебался каждый раз, когда имя Тэхёна появлялось в чате. Это была не просто обычная пауза. Это была та тишина, которая заставляет людей наклоняться ближе к своим экранам, убежденных, что произойдет что-то важное. Чингук начал с разговора о своем дне. Но каждый раз, когда он менял позу или опускал глаза, фанаты замечали, что он казался отвлеченным, почти как будто боролся с каким-то решением. И затем, без предупреждения, он заговорил о Тэхёне так, как никогда раньше. Его голос стал тише, чем обычно. И он сказал, что в последнее время много о чем думал, особенно о некоторых людях, которые много значат. Это единственное предложение вызвало волну хаоса в сети. Фанаты мгновенно связали его с Тэхёном. За считанные секунды чат взорвался, хэштеги взлетели, а теории распространились, как лесной пожар. Некоторые фанаты считают, что Чингук, наконец, обратился к старым слухам, в то время как другие были убеждены, что он намекал на что-то более глубокое, что-то эмоциональное, что-то неразрешенное. И пока Чингук продолжал говорить, он ничего не отрицал. Вместо этого он нервно улыбнулся, глядя за камеру, как будто заново переживал воспоминания, понятные только ему. Он упомянул, как отношения могут подвергаться испытаниям, как могут расти недопонимания и как иногда правда бывает сложнее того, что видят люди. В тот момент, когда он это сказал, фанаты снова заметили, как изменился его тон, стал мягче, уязвимее, почти защитным. Это не казалось случайным комментарием. Это казалось намеренным, как будто он посылал сообщение, не говоря об этом напрямую. И когда имя Тэхёна снова всплыло в комментариях, Чингук не стал избегать его. Он просто посмотрел на экран, сжал губы и подарил маленькую, понимающую улыбку, которая вызвала полный срыв в фандоме. Эта улыбка, всего несколько секунд, стала самым обсуждаемым моментом ночи. Клипы мгновенно распространились, фанаты анализировали каждую деталь. Его выражение, время, то, как его плечи, казалось, расслабились после. Было очевидно, что что-то тяжелое свалилось с его груди, и это только усилило хаос. К моменту окончания прямого эфира Чингук сказал достаточно, чтобы воспламенить каждый уголок фандома, но недостаточно, чтобы успокоить бурю. У всех осталось больше вопросов, чем ответов, особенно о том, что это значит для него и Тэхёна. Потому что одно стало неоспоримым. Что бы Чингук ни признал, на что бы он ни намекнул и какая бы история ни лежала между ними, этот момент изменил все. Фандом не воображал сдвиг. Они почувствовали его. И Чингук точно знал, что делает. Прямой эфир Чингука, возможно, закончился,
Но хаос, который он создал, только усилился с течением минут. Фанаты бросились пересматривать каждую секунду, замедляя кадры, выделяя аудио и сравнивая его тон с прошлыми эфирами. Мельчайшие детали внезапно показались важными. То, как смягчились его глаза, когда появилось имя Тэхёна. Момент, когда он прикусил губу перед тем, как заговорить. Почти ностальгическая улыбка, которая, казалось, вырвалась, прежде чем он взял себя в руки. Ничто не казалось случайным. Во всяком случае, казалось, что Чингук ждал подходящего момента, чтобы выпустить правду наружу. И это был он. Тем временем социальные сети взорвались теориями. Некоторые фанаты настаивали, что он выражал сожаление по поводу прошлого недопонимания с Тэхёном, чего-то личного, что никогда не обсуждалось публично. Другие клялись, что его слова звучали как тонкое заверение, сообщение о том, что то, что произошло между ними, не было разрушено, а просто скрыто. А затем появились фанаты, которые заметили нечто еще более интересное. Временные метки, упомянутые Чингуком, размышляющим о некоторых людях сразу после того, как заметил волну комментариев с вопросами о Тэхёне. Это не было случайным. Это было похоже на реакцию, как будто он хотел признать это, не подливая масло в огонь напрямую. Что еще больше обострило ситуацию, так это молчание Тэхёна. Он не постил, не комментировал, ни на что не намекал. Отсутствие его ответа само по себе стало бурей. Фанаты задавались вопросом, видел ли он прямой эфир, понял ли он сообщение, которое пытался передать Чингук, или он решил молчать намеренно. Каждый раз, когда Тэхён замолкает в такие моменты, фандом реагирует одинаково, выдвигая теории от эмоциональных до хаотичных. Некоторые фанаты считали, что он давал Чингуку пространство, в то время как другие думали, что он, возможно, готовит свой собственный тонкий ответ в виде песни, истории или ночного поста. Это молчание только утяжелило признание Чингука. К этому времени переводческие аккаунты были перегружены, пытаясь прояснить точные слова, тон и выражения Чингука. Они спорили о том, намекал ли он на примирение, завершение или что-то более личное. Но все сошлись в одном. Чингук был эмоционален. Под его спокойным выражением лица скрывалась тяжесть. Что-то, что предполагало честность, а не представление. Это не было по сценарию. Это не было отрепетировано. Это было искренне. Такое искреннее, которое бывает только тогда, когда кто-то наконец-то говорит, слишком долго держа что-то внутри. Чем больше фанаты анализировали это, тем больше они замечали, как менялось настроение Чингука на протяжении всего эфира. Временами он выглядел расслабленным, даже умиротворенным. В другие моменты его глаза выглядели отстраненными, задумчивыми, почти грустными. Эти эмоциональные качели только подпитывали теорию о том, что Тэхён был в центре всего этого. И фандом, уже разделенный годами спекуляций, оказался объединен не ответами, а уверенностью в том, что все, что сказал Чингук, не было случайным. Это имело вес. Это несло в себе историю. С течением часов более крупные аккаунты, новостные страницы и реакционные каналы присоединились к безумию, усиливая момент. Внезапно у всех возник один и тот же вопрос. Что на самом деле имел в виду Чингук? И что Тэхён сделает дальше? Потому что признание, возможно, было тонким, но эффект был взрывным. Оно изменило атмосферу, возобновило старые разговоры и напомнило всем, насколько мощным может быть одно единственное предложение от Чингука. И все же, несмотря на шум, несмотря на хаос, одно стало яснее, чем когда-либо. Что бы ни существовало между Чингуком и Тэхёном, будь то глубокая дружба, эмоциональная связь или сложная история, это все еще имеет значение. Это все еще влияет на них. И прямой эфир Чингука был самым громким невысказанным сообщением, которое он делал за многие годы. По мере того, как ночь продолжалась, атмосфера вокруг фандома трансформировалась из шока в своего рода электрическое ожидание.
Люди больше не просто реагировали. Они ждали. Ждали знака, поста, тонкого жеста от Тэхёна, который мог бы показать, видел ли он прямой эфир, понял ли он вес слов Чингука или почувствовал ли он тот же сдвиг, который ощущал весь фандом. Но молчание Тэхёна затягивалось, и с каждым часом напряжение только росло. И все же, даже в этом молчании, фанаты начали замечать закономерности. Тэхён молчал всю неделю, публиковал меньше, исчезал из социальных сетей так, как редко делает, если только что-то не давит на него. Сопоставьте это с эмоциональным тоном Чингука во время прямого эфира, и внезапно это стало похоже на то, что они оба были связаны невидимой нитью, которую дергало настолько тонко, что это могли почувствовать только те, кто их хорошо знал. Фанаты начали пересматривать старые клипы, прошлые взаимодействия, моменты, которые они делили до того, как расписание, давление и слухи все усложнили. Это была не ностальгия, это был контекст. Они искали корни того, в чем только что признался Чингук. Тем временем, корейские фан-сообщества начали подмечать нечто, что упустили международные фанаты. Было одно особое выражение, которое Чингук сделал, то, которое он показывал раньше во времена стресса, много лет назад. Он использовал то же выражение, когда говорил о ком-то, о ком глубоко заботился, но чувствовал отчуждение. Понимание быстро распространилось. Это было не просто случайное упоминание. Чингук носил в себе что-то эмоциональное, что-то неразрешенное, что-то связанное с Тэхёном, что он больше не мог держать внутри. Признание было не просто оговоркой. Это было освобождение. За кулисами продюсеры, инсайдеры индустрии и даже журналисты обратили на это внимание. Прямой эфир не должен был стать крупным событием, но неожиданная уязвимость Чингука превратила его в предмет обсуждения на всех платформах. Некоторые предполагали, что речь шла о дружбе. Другие утверждали, что речь шла о доверии или, возможно, об извинении, которое нельзя было сказать напрямую. Но общая нить была ясна. Тон Чингука изменился. Его защита ослабла. Эмоции, которые он обычно скрывает, вырвались наружу, чтобы их увидел мир, независимо от того, хотел он этого или нет. На фан-форумах переведенные разговоры от корейских ARMY раскрыли более глубокую теорию, которая быстро набрала обороты. Они считали, что Чингук не просто намекал на Тэхёна. Он успокаивал его. Время, колебания, смягченный тон, выбор слов о недопонимании и некоторых людях, которые все еще имеют значение. Все это казалось сообщением, предназначенным для того, кто неизбежно его увидит. И чем больше фанаты анализировали это, тем больше все сходилось. Среди всех этих спекуляций несколько фанатов заметили нечто жуткое. Параллели между прямым эфиром Чингука и предыдущими постами Тэхёна. Несколько недель назад Тэхён делился ночными размышлениями о тоске по людям, которые кажутся далекими, даже когда они рядом. И фанаты отмахнулись от этого как от эмоциональных раздумий. Но теперь, с признанием Чингука, эти посты всплыли совершенно новым смыслом. Казалось, что эти двое некоторое время говорили косвенно, через молчание, через музыку, через небольшие намеки, которые стали понятны только задним числом.